Всем привет! Сегодня у нас очередная утренняя поездка, июнь 2022 год. Начинаем на острове Пески. Погодка хорошая, ни одного облачка. Утром уже вот вышли погулять собачки. Сидит, думает что-то. Все уже зеленое, летит тополиный пух. Люди спешат на работу. Некоторые, конечно, еще не проснулись, но некоторые, видите, идут. Но в основном пустовато, конечно, на дорогах в такое время. Но с другой стороны, это хорошо. Едешь, никто не мешает. Но машин все равно много на основных улицах. На некоторых таких второстепенных едешь, там вообще никто не помешает. Мчишь, чувствуешь себя практически автомобилем. Здесь у нас справа очень много кустов. Почти полдороги занимают. Но ничего страшного. Впереди мост. По этому мосту перекрыли пешеходные дорожки, потому что он разваливается. И отгородили часть вот тут вот слева такими бетонными блоками, чтобы там как бы ходили люди, здесь ехали машины. Ремонтировать пока не хотят, может быть сочиняют еще. Не знаю. Недавно прошел дождик, как видите, лужи. Здесь у нас выбор: повернуть направо или ехать прямо. Обычно я езжу направо, но там сейчас после дождя большая огромная лужа, придется слазить, обходить ее, поэтому поедем прямо. Выезжаем на проезжую часть. Впереди поворот направо, либо прямо ехать. Нам надо прямо. Смотрим, нет ли машин, показываем знаком, что мы едем прямо. Никто нам не мешает, дороги пустые. Мчим. Под этим мостом справа у нас импровизированная парковка, слева тоже жители вот этих трех высоток ставят свои машины, иногда там битком. Так, сейчас опасный момент, справа никого нет, едем. Тут разрушенный дом, непонятно, продадут его, нет. Здесь какой-то ящик на столбе поставили с Wi-Fi антенной. Движение уже такое неплотное, без пробок, конечно. Еще раннее утро, но все-таки машинки есть. Уже люди мчат. Не один я такой ранний. Пока велосипедистов не встречали, но они тоже попадаются в нашем городе. Опасный момент, если ехать по пешеходной части, был. Деревянные дома, везде заборы. Слева у нас караван, частенько туда гоняю. Хороший магазин, большой. Так, сейчас будет перекресток. Люди уже стоят, ждут. Слева у нас тут строят опять новые высотные дома. Справа был магазин, он сгорел. Сейчас пока здесь все опять огораживают заборами. Что-то, видимо, будут строить. Ну, шумно проезжает машина. Ну ничего, места много. Я думаю, я никому не мешаю. Здесь включаем супер-мега ускорение при помощи магических эффектов. Слева он там стоит большой лимузин, справа Росток. Здесь перешли дорогу. Едем по плиточке новой, свежей. Какой-то тут, я не знаю, как это назвать, для игры в старой горы, что ли, штука. Короче, мини-парк аттракционов построили. Справа можно посидеть. Где-то здесь дальше, по-моему, теннисные столы есть. Здесь что-то можно покушать днем. Сейчас, естественно, все закрыто. А вот и теннисные столы слева. Я видел, там играют. О, какой длинный поводок. Ну, собака на меня не реагирует. Это хорошо. Вечером здесь подсветка. Деревья подсвечиваются. Правда, когда на них нет листьев, этой подсветки не видно. Так, вверх что-то идет.
Да, давно мы ждали лета, вот оно настало. Сейчас перейдем дорогу, поедем дальше. Так, перешли дорогу, объезжаем кувшинчики, горшочки с цветами, находимся на площади Ленина, лавочки вокруг, кустики, первые люди спешат на работу, как всегда. Голубь шарахается от меня. Слева был Макдональдс. Везде по всему городу эти самокаты. Бросают их не на нужных местах, как написано в приложении, что оставь-то вот в этой точке или вот в этой. Оставляют там, где захотелось. Может быть, батарейка садится или деньги на карточке. Я не знаю, с чем это связано. Может, людям просто по барабану. Уезжаем на саму Московскую. Большая прямая, ни одного человека. Используем очередное ускорение. Вперед. На огромных скоростях. Справа у нас Бургер Кинг. Дальше должна быть пицца-фабрика, но она закрылась. В приложение заходишь, там написано: франшиза свободна. Покупай, открывай свой бизнес, может быть, ты не прогоришь. Слева Нотариус, ЕС Пицца, Драмтеатр. Вот здесь вот хороший заезд для велосипедистов. Иногда его переграждают какой-нибудь машиной, или люди там идут, не очень удобно. А вот культурная была парковочка для самокатов. Ну, в основном сейчас их так оставляют, без всяких вот этих парковок. Это первоначально было, там камера за ним следила, еще что-то надо было вставлять, вынимать, люди нам боялись. Так просто стоят, QR-код сканируешь, карточку добавляешь в приложение и катаешься. Дальше здесь у нас будет опасный участок для меня. Везде как будто долбили эту плитку, уж не знаю, бомбами или просто лед били зимой. Дворники очень активные, или плитка некачественная попалась. Так, заезжаем. Слева какая-то букмекерская контора. Сейчас нас ждет очередной перекресток. Ладно, пропустим его. Запрыгиваем и едем дальше. Здесь у нас недавно постелили абсолютно новую плитку. Справа уже уничтожили весь асфальт. Тоже отгородили для людей часть дороги, чтобы переходили. Но ломают они, конечно, быстрее, чем строят. Что естественно. Но могли бы поменьше. Неудобно, конечно, так. Здесь еще больше людей. Вот попался нам велосипедист. Так. Тут у нас сейчас будет съезд. Слева продают квас. Так. Оп. Проехали. Справа большой магазин, Санмарт. В нем полно всяких, не скажешь, что мини-магазинов, но отделов. Довольно больших магазинов. Давно там, честно говоря, не был. Вот и плитка лежит на поддонах. Падаем. Оп. Такс. Здесь опасный момент, придется подпрыгивать. Ничего, колесо выдержало, ничего не лопнуло. Мы молодцы. Едем дальше. Тут какой-то банк, по-моему, после перекрестка. Перекресток абсолютно пустой. А, нет, одна машинка есть. 2 машинки. 3 машинки. Невероятно. Пропускаем перекресток. Снова запрыгиваем на велосипед. Машинки помчали уже. На каждой кучке у меня звонок бзинкает. Вот так вот. Но этот звонок хорош, потому что ни на какие другие люди не реагируют. То есть я покупал на батарейках звонок, который просто там пи-пи, вот так вот. Был, который не на батарейках, он просто звенел, но не так, как классический звонок. На него тоже никто не реагирует.
Ну, в общем, если будете брать, берите классический. Люди хотя бы сразу понимают, что это едет велосипед с таким звуком, и оборачиваются, и отходят. Некоторые. Попадались мне, конечно, совсем упертые, которым прям голосом говоришь: отойди, дай проехать там. А он нет, и все, и идет. А объехать его нельзя, потому что справа машины, слева речка и заборчики везде. И пришлось так за ним ехать метров 50. Ну, видимо, был какой-то болельщик, который уже готовился болеть за свою команду, принял болельчительный напиток, можно так сказать. Ну, были и такие. Но это было не утром, в какой-то выходной я ехал, и не здесь. Так, проехали лежачего полицейского. Здесь очередная яма была. Хорошо, хоть значок поставили. Объезжаем машину. Яндекс Такси, давно на нем не ездил. Очередной велосипедист нам попался. Так, здесь уже пошли дворы. Впереди снова машина. Сзади никого нет, объезжаем. Пакеты какие-то валяются на дороге. Кто-то отгородил себя заборчиком целый, не знаю, садик. Сажают там что-то. Вечером по этой дороге ехать невозможно. Во-первых, я еду уже в другую сторону. А во-вторых, там очень много машин становится. Да и людей слева, вот на пешеходной зоне, тоже очень много. Вечером я еду в другую сторону. В основном использую прогноз погоды от Гугла. Иногда смотрю на Яндекс. Но иногда Яндекс меня подводил. Показывал, что туча уйдет в другую сторону, а туча шла прямо на меня. Ну хорошо, я выезжал с большим временным запасом, вернулся, оставил велосипед и поехал на общественном транспорте. Так, повернули во дворы. Никого нет. Иногда здесь встречаются дворники. Утром справа вон детская площадка. Машинка опять стоит. Голуби, голуби везде. Тополиный пух, пух, пух. Выезжаем к большому перекрестку. Здесь всегда приходится долго ждать. В этом здании очень много микрокредитных организаций. Их там штуки 4 или 3. Вообще куча. Здесь тоже в прошлом году, по-моему, укладывали все плиткой. Тоже было невозможно проехать. Зато сейчас классно и удобно. Так, перешли мы с вами дорогу. Продолжаем движение. Здесь еще больше людей. Время уже, наверное, после 7 часов. Сколько-то точно сейчас, конечно, не скажу. Здесь интересная реклама есть в одном магазине. Она на таких блестящих, не знаю, что это, фольга такая. В общем, покрытие блестящее, на ветру все это шевелится, и солнышко отражает. Такое ощущение, что это какая-то анимация на экране. Но там нет никакой электроники, это все естественное. Так, здесь несколько путей. Можно, конечно, повернуть налево и ехать через мосты. Но через мосты ехать тяжело, если ты не на электровелосипеде, а на обычном. Поэтому здесь вот выбираю такой путь, что едем дальше, тихонечку, помедленнее, зато легче, круче, спокойно едешь. Человек стоит, кого-то ждет. Слева пожарная часть, как видели, машина. Что это, эвакуатор слева или что это? А нет, просто какой-то большой грузовик. Не знаю, но что-то огромное припарковалось. Полдороги перекрыло. Вот такое бывает.
Так, сейчас будет железная дорога. Иногда здесь встречается поезд, и приходится стоять и долго ждать. Вот этот мужик всегда торгует здесь сигаретами. Перешли через железную дорогу. Здесь у нас большая прямая. Дальше будет светофор, очень хитрый. То есть ты к нему подъезжаешь, видишь, там минута или больше даже ждать, чтобы перейти дорогу. Начинаешь ехать налево. Туда подъезжаешь к следующему светофору, а он показывает столько же, сколько ты ждал бы здесь. Вот такая вот хитрая там штуковина. Или скорость у меня такая постоянная. Так что если я вижу здесь много, то и на следующем светофоре слева будет тоже много. Поэтому без разницы, где переходить, везде придется ждать столько же, сколько тебе, так сказать, выпало в светофорную лотерею. Так, опасный момент. Надо объехать. Газуем. Справа яма. Машины. Ну как вот еще объезжать их? Непонятно. Вот тут однажды запарковалась машина, которая привозит воду. Так вообще ее было нереально обойти. Только вот тут через ступеньки слева. Она была огромная. Так, перешли через дорогу. Здесь слева сейфы. Стоял такой рекламный сейф, весь в цепях. Привлекает, конечно, внимание. Молодцы рекламщики. Везде тополиный пух. Опасное время. Главное, чтобы никто не озоровал. Очередной велосипедист нам встретился. Весы, весы, весы. Скупают, получается, квартиры на первых этажах и делают из них магазинчики. С другой стороны, удобно. Вышел из дома, зашел, хоп, ты в магазине. Какие-то люди в камуфляже. Может быть, охранник. Не знаю. Может быть, просто фанат такой одежды. Снова у нас квас. Прямо по курсу. Машин нет ни одной. Тишина. И люди куда-то исчезли. Слева магазин, похож на Магнит. Запчасти. Сейчас нам надо ехать налево до очередного светофора. А далее будет очередная железная дорога. Дорога здесь ровненькая. Единственное, что склон небольшой против меня. Приходится постоянно крутить педали. Когда едешь в обратную сторону по этому же месту, педали можно вообще не крутить. Катишься и все. А вот и пешеходный переход. Перешли через дорогу, через железную дорогу. Едем дальше. Здесь справа тяжелый участок, лужа. На дорогу не поедем. Поедем здесь. Здесь, как я знаю, тоже подъем. И очень сильно трясет.
Поэтому по автомобильной дороге справа ехать лучше. Здесь сейчас начнется. О, звонок уже дребезжит. Еще одна ямка. Пришло время использовать очередное турбо-нитро-мега ускорение. Так. Мчим. Ничего интересного по краям у нас сейчас нету. Справа вон сотовая вышка. Правда, в кадр она не попала. Сейчас повернем налево. Ну, снова велосипедисты. Круто. Очередной подъем в гору. Довольно затяжной. Без каких-либо интересных объектов. Кроме вот детской площадки маленькой. Гоняем человека. Домик какой красивый. С отделкой новенькой. Станция техобслуживания. Вот идет человек в наушниках. Больших. Довольно редко таких можно встретить. Но попадаются. Здесь полусвет, полутень. На улице, по-моему, сейчас градусов 18-20. То есть погода отличная, чтобы ехать на велосипеде. Люди выгуливают собаку на супер длинном поводке. У меня обычный поводок. Без таких пружинок и так далее. Не покупал пока такие. Так, вот у нас заканчивается второй мост. Сейчас нам надо повернуть направо. Здесь очередной пешеходный переход. Машин вообще нет. Перешли через дорогу. Так, справа у нас... Я не успел прочитать, что на объявлении. Вот это звук. Громкая машинка. Обычно здесь очень много людей. И они мешают. Но странно, сейчас никого нет. Особенно, когда едешь обратно. Вот первый человек попался. Ну, видит. Особенно неудобно, когда ты их догоняешь. И со спины к ним подъезжать приходится. Ну, не бибикать, как использовать звонок. Вот. Так, еще один человек. Он меня видит, объезжаем спокойно. Что-то у него в руке. Может быть, кофе. Не успел я рассмотреть. Трубы идут. Пакет валяется. Так. Как нам объехать? Используем звонок. Реакции никакой. А нет, отошли. Едем. Здесь можно ускоряться. Машин все больше слева. Абсолютно прямая, никто не мешает. Ну все, сейчас заедем в магазинчик. На этом путешествие мое заканчивается. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, если вам понравилась моя болтовня. И до связи.